Здравствуйте, мои многоуважаемые граждане, леди и джентльмены, сыры и сырихи, мальчики и девочки. Здравствуйте, с вами Каминыч. Сегодня хочу заснять интересный ролик и рассказать об интересном моменте одном при строительстве камина. А именно этот момент, вот он стоит в виде дверки каминной, черной. Каминная дверка фирмы Stover. Называется, по-моему, 800, да, 800. У ней посадочный размер 70, даже 69,5 там выходит посадочный. Ну, а по наружу плюс 5 сантиметров. Да, Stover 800 она, по-моему, называется. Да не по-моему, а точно. Так вот, как ее закрепить на данное сооружение, на камин? Ну или не на данное, на любое сооружение, как бы. Из любого кирпича, кстати, данное сооружение, ребята, из интересного кирпича, как видно, кирпич шамотный, марки БУ, не, марки ШБ5, да, но еще ШБ5 БУ, причем изрядное БУ, разобранный, по-моему, привезенный с цинкового завода, там с печей цинковых, бывших плавили. Так вот, немножко отступим от темы. Вот данное сооружение я собрал до какого момента? До момента установки онной означенной дверки. Здесь эта дверка, здесь видите, как видите, шарнирки. Здесь две створки стеклянные, и они ровно прям соприкасаются по центру. То бишь, и здесь остается миллиметровый зазор. Ну, попозже увидите, когда все это смонтируется, затопится. Ну так вот же, дорогие мои ребятушки, что получается? Для монтажа данной дверки я посмотрел практически весь интернет, нигде не нашел. Конкретно фирмы Stover дверку не нашел. Нашел так какие-то дверки, и то довольно-таки сложная информация. Нету этой информации, просто нету особо. Короче, я там по крупицам собрал и понял, как ее монтировать грамотно, чего я вам сейчас и означу. Итого, для начала монтажа нам надо, вот видите, я ее установил сюда, пока она просто стоит, вот, шевелится как хочет. Как хочет, просто установил посмотреть, как это будет выглядеть. Для начала нам надо, вот здесь крепление ручек, которые, они выпирают туда относительно плоскости вот этой вот рамки. Соответственно, мне пришлось взять и выпилить два вот таких крестика для того, чтобы вот эти вот штуки, сейчас покажу, вот видите, две зацепушечки, как мы их назовем, они не помещаются, не дают самой рамке плотно встать. Пришлось выпилить вот так. Потом берем, поставили на место, все стоит. Ну, соответственно, все это будет проложено на листы вот такого асбеста листового. Вот я нарезал его уже. Потом туда применю, означу еще дополнительно. Берем, сейчас, забыл, надо же крепления сами. Крепления, а крепить мы ее будем обыкновенными нагелями. На 6, нагель на 6, длиной, по-моему, 8 сантиметров. Вполне достаточно. Вот, сверлышко тут. Вот, инструменты необходимые. Берем карандашик, отмеряем. Вот, суть в чем, как это крепится. Берем, ищем только кирпич, желательно целый, не половинки, как видно у меня вот здесь. Смотрите, ребят. Вот, тут половинка лежит, получается. А этот кирпич, вот целый, он, ну, подпиленный, но он уходит туда, в массив печи. А половинка просто стоит она здесь. Ну, она как бы держится по бокам, но недостаточные усилия. Так что берем, выбираем кирпичи, которые, ну, помассивнее, которые немного в массив уходят, чтобы за них было за что зацепиться, чтобы ее не вырвало. Этот момент обязателен. Потому как дверка, она весом не маленьким. Эти стеклянные дверки весят немало. Ну, плюс какая нагрузка на ней будет, да?
том уж там подбухнет туда-сюда, раз навалился там, ну или всяко бывает, да, где-то даванули, поэтому надо, чтобы держалось крепко. Берем, ищем эти кирпичи, какие они у вас будут, я не знаю, но только в хороший, в полный кирпич. У меня она первый, третий, пятый, первый, третий, пятый. Рисуем по центру дырочки. Раз, два, три. И здесь аналогично. Раз, два, три. Так. Сверлим онные дырочки, отверстия, если быть точнее, я не знаю, для грамотеев. Сверлом на 6 насквозь, а потом расшарошиваем сверлом на 12, у меня здесь на 10 примерно, под шляпку нагеля, чтобы он стал, ну, чтобы он стал вот так заподлицо, чтобы было четенько и красивенько. Поехали. Наверное, надо было сверло все-таки на 10 брать. Короче, на 12 сверло вот в эту шуруповертное отверстие. Хайло его. В его хайло не влазит. Здесь на 10 максимум. Так что мне пришлось использовать старый добрый мой растворомешательный перфоратор с патроном. Коим мы сейчас и проделаем эти дырочки. Так, далее, ребята. Намечаем отверстие. Где фокус? Фокус. Вот он. Так, далее. Намечаем отверстие. Вот намечено. Вот. Вот я уже начал сверлить. И старым добрым перфоратором, тем же самым, в который зажат бур на 6. Обыкновенный. Желательно новенький, ребят. Тем более, если кирпич шамотный, тяжело сверлится. И аккуратно. Кстати, намечаем сразу с учетом внизу лежащего асбеста. Иначе потом... Без асбеста положите, наметите, он тоже 5 миллиметров поднимает. Так что, вот. И сверлим дырочки, но без перфорации. Только на сверление. На сверление ставим перфоратор и поперли. Аккуратненькие отверстия просверлили. И все, будет вам счастье. Никогда не вздумайте в шов там куда-то. Это нет, нет, нет. Запрещено прям строительными нормами и правилами, и мною лично. Потому что в шве все равно разболтается. Все равно разболтается, как ни делай. В тело кирпича вот эта мощь. Поехали. Сверлить. Подставляем сюда и без сверловочки. Вот таким макарчиком. Все, просверлили там отверстие в кирпиче. Что, ребятушки, октябрятушки, оказалось очень нелегким делом без перфорации. А с перфорацией я перфоратором не рискнул здесь просверливать, потому как я только вчера клал эту кладочку, все свеженькое. Лучше не надо растрясывать ничего здесь. Ну, просверлил, помучился энное количество минуточек. И все. Все получилось. Это суть, не знаю, как у вас получится, у меня неплохо. Дальше. Берем нагель обыкновенный, 8-сантиметровый. Видите, я здесь уже засверлил 2 установочных. Сначала по центрам присверливаем, чтобы была возможность ходить ей выше, ниже. Берем уровень Made in Israel, еврейский уровень, и смотрим по уровню. Опа! Чуть-чуть надо на меня, прям. Сколько здесь зазорчик? Ну, миллим. А здесь, а с этой стороны, ну и с этой прям чуть-чуть прям просит на меня. Или эту вниз. Ну и все. И прикручиваем. Вот ставили нагель. Ну, по уровню выставили. И туда его. Засим. Пойдем. Ну так и вот, ребятушки. Получилось. Закрепили мы ее. Все в 3 местах. Как положено, в 6 местах.
трех на каждой стороне. И мы целенаправленно, аккуратненько начинаем ее обкладывать, облаживать или облагораживать. Вот, смотрите, кстати, какие хитрые кирпичи приходится выпиливать. Сюда вот раз. Ну и здесь будет такая же арка, как вон там внизу получится. Так что вот так. Ну, а потом навешиваем дверки, конечно, сюда уже, когда все это сделали. И вот таким макаром это все делается. В принципе, ничего сложного. Ну и ничего простого. Главное, аккуратность. Аккуратненько все, не спеша, не торопясь. Сверлим без перфорации. Дюбеля строго берем по длине, там, ну, все по диаметру, чтобы все. Дюбеля на геля. И делаем. И делаем, и делаем, и делаем. Ну так и вот же, ребятушки. Поставил я дверку. И вот как это выглядит. Все, камин собран полностью. Ну, дымоход все сделан. Ладно, наша демо. Вот дверка фирмы Stover. Работает исключительно, стоит, закрывается. Но держится крепко, все работает. Я бы хотел обратить внимание на один немаловажный момент. Смотрите, или эта дверка как стреляет-то прям. Или эта дверка для еще принудительную подачу воздуха, на дополнительную, вернее, подачу воздуха где-то по бокам делать. Или, я не знаю, или разработчики этой дверки что-то не додумали. Вот если я закрываю, смотрите, как огонь горит. Только я закрыл, огонь начинает усиленно тухнуть. Потому что здесь сделаны 4 отверстия. В принципе, достаточно, я думаю, для подсоса нормального воздуха, чтобы хоть немножко топилось. Но смотрите, как тут сделано. Здесь, получается, этот подсос идет по каналу, вот поэтому воздух подсасывается. И обдувает дверку вот через, вот, обратите внимание, через 3 квадратных сантиметра дырочка вон там. Вот здесь, получается. Я не знаю, почему так сделали. Можно было сделать вот здесь еще дырок насверлить, отверстий, если быть точнее, отверстий. И, соответственно, топилось бы лучше. Но, честно вам скажу, дверка неплоха. Неплоха вообще по всем остальным критериям. Камин стоит, топится. Ну так и вот же, граждане председательствующие. Просверлили мы дырочки или отверстия, означенные. Вот они, как видно. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и в другой дверке, соответственно, также. И, на удивление, стало, камин не тухнет, когда эти отверстия проделаны. Так что, дорогие разработчики данной дверки, устраните сей недостаток, сделайте на заводе. В идеале бы еще и вот здесь бы набурить дырок, насверлить. Вот по этому ребру. Вот здесь. 1, 2, 3, хотя бы 4 тоже. И было бы очень замечательно. Ну, на этом все. Как видно, камин с закрытыми дверками горит идеально. Все топится, все работает. На этом хоп, дверкой хлоп. Всем пока.